Привет! Это Тенерифе, самый большой остров среди Канарских островов и по совместительству просто нереально крышесносное место. Это Тенерифе. И вот это и это все тоже Тенерифе. Это закат над Тенерифе, а это ночное небо. Да, все там же. Это самая высокая гора Испании, это шикарные морепродукты, а это я топаю на серфинг. Этим всем тоже славится Тенерифе. А вот это не Тенерифе, это другой остров на Канарах, и это сейчас одно из самых опасных мест в Европе. Здесь реально тяжело дышать. Вернее, не совсем в Европе. Это Канарские острова со спутника, и отсюда хорошо видно, что они довольно далеко от Испании, частью которой являются. Географически Канары даже ближе к Африке. Дело в том, что в 15 веке испанцы колонизировали эти острова, и с тех пор отвоевать их никому не удалось. И в наши дни юридически это вполне себе Европа. И я номинально внутренним рейсом за 4 часа прилетел из Барселоны в северный аэропорт Тенерифе. Он находится в городе Санта-Крус, самом большом городе острова. Тут живет 200 тысяч человек, но в мои планы задерживаться тут не входило. Я сразу перемещаюсь с севера в южную часть острова. Для этого я купил проездной за 10 евро в день. Общественный транспорт, мягко говоря, не самая сильная сторона Канар. Автобусы ходят редко и только по главным городам. Без автомобиля тут, в общем, будет очень тяжко. По дороге на юг лично мне в глаза бросились прежде всего две вещи. Первая — это непривычный взгляду вулканический рельеф, а вторая — это какое-то совершенно огромное количество ветрогенераторов. И они тут не просто для поддержания каких-то там эко-трендов. Дело в том, что на Тенерифе из возобновляемых источников, солнца и ветра, добывается 60% электроэнергии. И это очень крутой результат с учетом того, что тут почти миллионное население. И в целом Канарские острова очень передовое место в плане зеленой энергетики. И пока мы все равно в дороге, давайте в этой связи расскажу вам о другом острове – Эль-Хьерро. Этот вулканический клочок земли гораздо меньше, чем Тенерифе. Тут живет всего 10 тысяч человек. И в 2015 году тут произошло уникальное событие. Впервые в истории остров смог обеспечить 100% спроса на энергию с помощью возобновляемых природных ресурсов. Для этого тут сварганили целую систему генераторов, которая поддерживает друг друга. Когда ветер достаточно сильный, он снабжает электричеством все, включая насосы, которые закачивают воду в резервуары на горе. А как только ветер дает слабину, открываются шлюзы, и вода, перетекая в нижние резервуары, вертит турбины гидроэлектростанции. Конечно, такое провернуть на больших масштабах трудно, но это очень важный инженерный шаг. Тем временем, кстати, автобус уже приближается к моей южной остановочке. Первое впечатление от Тенерифе из окна автобуса, что это такая гремучая смесь из Исландии, потому что вулканический все-таки остров, Турции, причем как Каппадокии, так и юга Турции, и Мексики, потому что кактусы и все на испанском языке. В общем, выглядит довольно интересно. Город, в который я приехал, называется Лас-Америкас. Это типичный отельный курорт, который сильно выделяется наличием огромных вулканических гор на фоне. О самом городе мы поговорим чуть позже, а пока я решаю вопросы с жильем, переместимся на несколько километров на юг и посмотрим на одно из самых необычных мест Тенерифе. Это Монтанья Амарилья, или в переводе «Желтая гора». Это действительно гора, она действительно желтая, и у ее подножья самый необычный пляж, который я видел. Это результат многовекового сотрудничества вулканической породы и океанических волн. И очередной пример того, что природа – это все еще лучший ландшафтный дизайнер. Вы знаете, довольно удобно путешествовать на YouTube. Пока вы тут лицезреете красоты, я тем временем уже успел заселиться. И я тут снимаю комнатушку у моря у русскоязычной женщины, которая мне тут все показала, объяснила и наглядно проинструктировала, как правильно запирать дверь ключом, чтобы она таки закрылась. Вроде закрывается нормально, но надежнее было бы, конечно, иметь тут какую-нибудь умную охранную систему.
Да, Ajax подойдет идеально. Это все еще набор устройств, которые защищают ваш дом не только от ограблений, но и прочих, так сказать, неидеальностей этого мира, таких как пожары, короткие замыкания и потопы. Например, у меня в ванной старый дурацкий ремонт, и каждый раз, когда запускается стиральная машина, нужно вручную опустить шланг слива в унитаз. Естественно, я иногда забываю это делать, и грязная вода начинает выливаться прямо на пол. Но датчик протечек Leaks Protect сразу же присылает мне уведомление, и я мчу исправлять ситуацию, чтобы не затопить соседей. И, кстати, на этапе ремонта можно реализовать автоматическое перекрытие воды, когда срабатывает этот датчик. Это прям какое-то будущее, которое вот уже наступило. В общем, Ajax — это ваша защита для неидеального мира. И самое главное, все, кто закажет стартовые наборы по ссылке в описании, до вот этой даты получат в подарок тот самый датчик протечки. Я бы поспешил. По сути своей, это жилье, это квартира в таком жилом комплексе по-тенерифски. Вокруг живут люди, и в основном это почему-то азиаты. Хозяйка сдает здесь каждую комнату отдельно, и у меня вроде как даже есть сосед. Но пока что с ними ни разу не пересекался, поэтому по сути живу один в таком вот шикарном бунгало. Стоило это мне 190 евро за 4 ночи, и это тупо самое дешевое, что я нашел в этом курортном городе. История возникновения этого места абсолютно типична. В 60-х возник большой спрос на овощной отдых в теплых краях, а предложений в Европе было не так уж и много. Поэтому на этом месте, рядом с другими городами постарше, почти что с нуля построили вот такой отельный оазис. Но, как часто бывает с такими локациями, с воздуха город симпатичнее, чем с улицы. Казино, лавки сувениров, магазины, все для туристов с уродливыми вывесками и огромное количество безвкусных ресторанов, клубов и пабов с завлекалами на улице. В общем, основная часть города выглядит как Анталия, заточенная под британских туристов. Тут вам трансляция английской премьер-лиги, пиво в пинтах, а не в литрах, и, конечно, всякие фиш-н-чипсы и английские запахи, как будто их кухня стоит того, чтобы вывозить ее за пределы их острова. И, как положено, все это сдобрено рекламой всевозможных туров и экскурсий, среди которых ярче всего выделяются два парка – Лоро и Сиам. Они также часто занимают первые места во всяких рекомендациях, что посмотреть на Тенерифе. Но ни в один из них я осознанно не собираюсь идти, потому что один из них знаменит своими выступлениями с дельфинами и касатками. Это мероприятие, как по мне, довольно сомнительное. А второй – это просто огромный аквапарк. А мой аквапарк здесь – это вот волны на океане. По себе заметил, что если в городе есть серфинг, то он сразу начинает нравиться мне больше. Также и здесь. Чем ближе к воде, тем стильнее начинает выглядеть все вокруг. На смену гротескным заведениям приходят многочисленные прокаты досок и школы серфинга. Суть всех здешних серф-школ плюс-минус одинакова. Вы приходите с одним полотенцем, вам выдают гидрокостюм, тапки для рифов, доску и выделяют инструктора на группу или индивидуально, если вы, конечно, чуть побогаче. Я притащил свое туловище заниматься в Тенерифе Surf Point. Эту школу посоветовал мне сразу несколько знакомых, поэтому я решил не особо париться с выбором. Здесь работает много русскоязычных инструкторов, например, вот Саша из Одессы. Он, как и многие европейские серферы, начинал в Португалии, но со временем переехал катать и учить на Канары. Минус Португалии — короткий сезон, все-таки холодненькая вода, с марта, с апреля начинать серфить еще холодно, лето окей, осень опять не очень. Канары в этом плане выигрывают, в Канарах есть все-таки сезонность круглый год, и с явным отличием зима-лето, зима волна покрупнее, лето помягче, есть варианты, когда и приехать. Хочешь покататься покруче — приезжай зимой, хочешь только начать — приезжай летом. В общем, на бумаге все это выглядит как настоящий серферский парадайз. И об особенностях катания на этом пляже мы еще поговорим чуть позже. А пока что переместимся чуть глубже и выше по острову.
Когда я внезапно решился полететь на Тенерифе, я знал об этом острове всего две вещи. Это серфинг и огромный вулкан Тейде, вокруг которого разбили целый национальный парк. И единственная вещь, которую я успел забронировать, кроме своей замечательной комнатушки, это астрономическая экскурсия в верхнюю часть этого национального парка. И вот за моей спиной, собственно, туристический автобус, который нас туда доставит. И мы на нем, кстати, уже поднялись на высоту более 1000 метров. Как вы, наверное, уже заметили, наверху Тенерифе окружение меняется на сосновый лес. До 2000 метров он очень туманный, прохладный и влажный, но мы очень быстро набираем высоту и буквально взмываем над облаками. На вид эти сосны ничем не отличаются от наших, но на самом деле это какая-то уникальная канарская порода, которая, соответственно, растет только на этих островах. И у нее целый набор суперспособностей. Она выносливая, растет в любую засуху, крепкая, высокая, но что самое главное, вырубать ее запрещено законом, ведь она отлично аккумулирует ту самую влагу из облаков и пускает их через корни в подземные каналы. И это крайне важный источник воды для всего острова. Короче говоря, просто какая-то убер-сосна. Где-то через полчаса езды лес начинает редеть, и за окном показывается тот самый вулкан Тейде. Национальный парк вокруг него входит в десятку самых посещаемых в мире, и тут действует целый букет ограничений. Вообще, я думал, что можно будет сходить на вершину Тейде, но это оказалось не так просто. Для того, чтобы туда попасть, нужно выписать себе специальный пропуск, который действует ровно на один конкретный день. И эти пропуска уже были расписаны на 2 месяца вперед. В общем, полюбоваться им можно только снизу. Но, к счастью, мы с вами в интернете и с помощью стоковых видео и спутниковой модели Земли можем взглянуть на него с самых разных углов. Вулкан Тейде числится все еще активным, хотя с момента последнего извержения прошло больше 100 лет. Но, глядя на последствия вулканической активности на острове Ла-Пальма, пусть он лучше дремает как можно дольше. Об этом извержении мы поговорим чуть позже, а пока что вернемся к Тейде. Это самая высокая гора Испании и третий в мире вулкан, если считать высоту дна океана. Окружает Тейде гигантская кальдера более древнего вулкана. Ее диаметр 17 километров. И это 17 километров просто фантастического ландшафта. Скал самой разной формы и вулканических равнин, покрытых стойкой высокогорной растительностью. На полеты на дроне тут тоже действуют ограничения. Нужно получать специальное разрешение или есть риск нарваться на штраф в несколько тысяч евро. С такими ставками, конечно, выгодно просто немного погулять и посозерцать. Это тут, кстати, делать можно только по официальным тропам. И тут просто пугающая тишина. Никакого ветра, какого-либо пения птиц, насекомых, ничего не слышно. Просто какой-то вакуум, реально. Блин, банально, но какой-то космос. Хотя не знаю, как можно сравнивать что-то в космосе, если никто не был. Но скоро когда-нибудь будем. Но, конечно, настоящий космос начинается в самое космическое время. Вашему вниманию закатишная Аль-Тейде. Внесу в эту красоту немножечко контекста. Остров Тенерифе возвышается почти на 4000 метров и находится, соответственно, посреди океана. И вся влажность аккумулируется вокруг него в виде облаков, но они не доходят до самой вершины, поэтому здесь можно лицезреть вот такой вот закат над целым морем из облаков. Итак, с закатишной вроде разобрались, но самое интересное должно начаться сразу после нее. Я не зря назвал этот тур астрономическим. Дело в том, что небо над национальным парком Тейде входит в топ-3 мира по самому чистому небу для наблюдения за звездами. Во-первых, да, такой топ существует, и в него входит также Чили, обсерватория на Гавайях, которую показывал мистер Птушкин, и, соответственно, вот этот национальный парк. И сейчас мы поедем немного поужинаем и будем ждать выхода главных звезд в прямом и переносном смысле на небо.
Пока мы двигаем на ужин, распетляю вам немножечко о звездном небе. В мире есть большое количество так называемых Starlight резервов, мест, где световое загрязнение минимально и можно очень успешно поглазеть на звезды. Но немногие из них обладают рядом особых свойств, о которых чуть позже, благодаря которым там можно вести серьезную астрономическую деятельность. И вот это вот за моей спиной знаменитая Канарская обсерватория, в которой находится самый большой в мире солнечный телескоп. Сюда мы заехали отдельно, это не входило в тур. И оказалось так, что в тот день нашим гидом был чувак, который на этой самой обсерватории работал. Из-за карантина экскурсии и обучающие программы в обсерватории временно прикрыли. И наш гид Фернандо занимался инструктажем студентов, которые приезжали на практику в обсерваторию. А сейчас гидствует вот в таких вечерних турах. И за ужином мы с ним немного потрещали за Тейде, за обсерваторию и за звездные небеса. Well, the sky of the national park, it's of Teide, same as the one in the island of La Palma. They are very special because of different things. There are not much light pollution. Both observatories are situated above 2,000 meters. That means that as higher you go in altitude, the atmosphere is clear. Also, the trade winds pour us the rubbish, the trade winds are coming from an anticyclone area. The very important thing also is the very low humidity levels that we've got in the national park. I mean, if we compare the national park with the bottom, maybe you can have a 60% of humidity close to the coast, but here inside the caldera, it's continental climate, so it means that it's very dry. And the sky of the national park is protected by an international law that forbids all the planes fly above the sky of the national park. Because they produce turbulence, the turbulence, the engines, is difference of temperature in the air, so if the light passes through the turbulence, it's not good for us, same as the humidity, Когда мы уже собирались уезжать, Фернандо обмолвился, что обсерватория вообще-то не только для каких-то теоретических вычислений, но и для вполне практичных целей. Well, study the spatial junk, but it's the rubbish that keeps orbiting around the Earth, I mean, there are more than 5,000 satellites, especially the Starlink that they are sending right now for the 5G. Elon Musk. That it's amazing how many they are putting up there. And the thing is that the satellites, they finish its life and they just pass through the atmosphere and destroy them. But sometimes they just explode. And so one of those little pieces of metal can crash with those satellites. And those little pieces of metal can go faster than 7 times a bullet. So from here, it's working with more than 26 nations, I think, and 60-something companies. So they are advising all the time, move your satellite, otherwise you will have a problem, So basically this station makes space travels safer. Exactly. После такого разговора мой интерес к этому небу был просто максимально подогрет. Сейчас нас привезли на специальную смотровую, вокруг которой нет вообще никакого источника света, кроме фар автобуса. И звезды тут на небе реально, как говорится, будто нарисованные. Это было самое чистое ночное небо в моей жизни. Млечный путь, звезды, пролетающие спутники. Все было видно вот почти так же ясно, как на фотографиях. Фернандо достал мощную лазерную каску и начал показывать разные созвездия. А мы делали вид, что да, вот это Козерог, это там Каракатица, а це памятник свиньи. Вроде довольно очевидно. Но на самом деле, чтобы это разглядеть, нужна прям очень бурная фантазия. А в конце экскурсии распаковали телескопы и уже без какой-либо фантазии разглядели самые настоящие кольца Сатурна. Сфотографировать их через телескоп, конечно, никак не удалось, поэтому придется верить мне на слово. Добрался до дома только вот в час ночи, и что могу сказать? Само собой, по всем этим точкам можно съездить на своей арендованной машине, и это будет гораздо удобнее для того, чтобы было достаточно времени все поснимать. Но наличие такого крутого и шарящего гида – это прям большое преимущество. В общем, при всех недостатках такого вот туристического формата я даже кайфанул. Несмотря на очень позднее возвращение, я уже с самого утра навострил свои лыжи, а вернее серф, в сторону Плая Лас Америкас.
Этот пляж очень популярное место и днем бывает довольно людным, поэтому мне ребята из школы посоветовали пересиливать себя, вставать еще затемно и приходить заниматься на рассвете. Пользуясь случаем, напомню, что когда вы едете за границу еще и заниматься вот плюс-минус активными видами спорта, вам обязательно нужна страховка. Я лично страховки всегда оформляю на агрегаторе Hotline Finance. Там все очень просто. Заходите на сайт, выбираете страну вашего назначения, вводите свои даты и обязательно отмечайте, что вы едете заниматься активными видами спорта, если вы, конечно, едете ими заниматься. Затем из списка результатов выбирайте самый подходящий вам вариант и на оплате, конечно же, не забывайте про мой промокод, который дает минус 10% скидки. Ну а ссылка на Hotline Finance, как всегда, лежит в описании видео. Итак, пару слов о серфинге на пляже Лас-Америкас. Во-первых, нужно понимать, что дно тут не песчаное, а рифовое. Для этого у нас, собственно, тапки и гидрокостюм. Он в местном климате больше для защиты, чем для согрева. И если сильно завернет волной, то есть риск дискомфортно приложиться головой. Но при этом тут почти не бывает прям гигантских волн, поэтому он довольно предсказуемый и хорошо подходит для обучения. Если вы в первый раз или давно не катались, вам очень даже сюда. Что же касается лично моих успехов, то я в последний раз катался полгода назад в Мексике. И первые 2 дня просто вспоминал, что это вообще такое и как это делается. И только к 3-му дню вроде как даже куда-то там поехал. Эти фотокарточки, кстати, делаются не только ради флекса в инстаграмах. По ним после 2-часового занятия всей группой разбирают свои и чужие ошибки. Это включено в стоимость и довольно эффективно. Не знаю, во всех ли школах так, но как все организовано именно в этом месте, мне очень понравилось. Surfpoint, кстати, основала Кристина, которая переехала сюда из гораздо более холодной Латвии, жить и заниматься серферским предпринимательством. А локалы как-то мешают вашему бизнесу? То есть все-таки иностранка, не местная, как-то есть препятствия с их стороны какие-то? Реально большинство тех, которые тут открывают свое дело и которые это дело, чтобы работало, реально этим занимаются иностранцы. Местные особо этого не любят. Но, конечно, локалам это особо не нравится. Например, когда я начала учить на этом пляже, у меня вдруг начался очень такой сильный поток людей, потому что я преподаю на 5 языках, а локалы на одном плюс еще полязыка. Да. И получается так, что у меня поток людей очень сильный начался. Я была новичком именно на этом пляже, да, то есть всем это вообще не понравилось, и писали в федерацию жалобы, хотя у меня все бумаги в порядке и все такое, то есть пытались меня выгнать, но не прямой. Впрямую они здороваются: ой, привет, дорогая, как у тебя сегодня дела, а за спиной пытаются как бы выгнать. Еще то, что я женщина. Никому не нравится тут вообще, что женщина ведет свой бизнес. Ух ты, а почему? Именно на Канарах или... Ну, я это заметила именно здесь. Ну, то есть я свою школу строю так, что здесь работает как бы мой закон. Я делаю занятия так, а не так. То есть нельзя халявить и серфить, пока ты преподаешь людям. Но мне это кажется логично, потому что тебе платят за то, чтобы ты работал и чтобы люди научились серфить. А есть инструктора, которые заходят на воду посерфить и, посмотреть, чтобы никто не утонул. Примерно так. Я так не работаю. И им не нравится, когда им это говорят, потому что они считают себя, я понял, самыми-самыми. Маргарет Тэтчер. Но несмотря на все неприятности, ведению такого бизнеса сильно помогает климат. Не зря Тенерифе называют островом вечной весны. Самый холодный месяц — это февраль считается. Не знаю, как будет в этом году. Этот год очень странный. Еще раз, холодный — это сколько? Холодный днем это 22 где-то, утром 15. Передаем привет тебе.
Окей, это холодно. Ну да. Благодаря такой погоде сюда нередко переезжают жить теплолюбивые европейцы. И переезжают, скажем прямо, ниоткуда попало. Из Британии, вот Прибалтики. А, например, еще один инструктор нашей школы, Йорк, перебрался сюда прямо из богатой и успешной Германии. Че ты переехал сюда из Германии? Так меня с собой родители взяли. Сюда? Да. Они переехали сюда? Да. И тебе здесь больше нравится? Ну, мне сначала не нравилась эта идея, но потом я тут пожил, потом я на 5 дней в Германию сгонял, потом я понял, там какая-то фабрика, понимаешь? В смысле фабрика? Ну, фабрика, то люди как будто с работы на работу, знаешь, депресняк, никто не улыбается. Понимаешь, дорогой? А тут хотя бы все такой, вайб такой, остров, пальмы, солнце. Мало платят, но хотя бы... Многое не надо. В общем, для тех, кто любит расслабленный и теплый образ жизни, прям рай на земле. Но для тех, кто предпочитает отдых поактивнее, небольшая площадь острова позволяет с утра посерфить, а днем поехать вообще на противоположную сторону, исследовать совсем другую природу. Путешествовать по острову самостоятельно, еще и когда у вас нет водительских прав, затея довольно проблематичная, потому что общественный транспорт тут не самый дешевый, как вы помните, и ходит не очень регулярно, потому что это не сильно востребовано. Поэтому мне прям супер повезло, что прямо на серфинге я вот встретил ребят, которые меня уже ждут, а я тут блогерствую, которые позвали меня съездить туда, куда я, собственно, сам и планировал, на север острова. Валера и Катя приехали из Киева на Канарские острова на несколько недель с той самой программой в мыслях. Серфить, кататься по острову и удаленно работать, чтобы все это обеспечивать. И, к слову, об обеспечивать. Они по дороге рассказали мне об одном своем знакомом, который тут подошел к понятию островной образ жизни самым, как говорится, радикальным образом. Он уже 2 года живет, у него жилья нету. Они засквотили где-то в горной деревне. Дом на окраине села такой, ну, чтобы ты себе представлял, ну, довольно неплохой двухэтажный типа дом. И параллельно у них это все в лесу, у них там какие-то сетки порастягивали, какой-то еще дом у них на дереве стоит. 10 человек их там с разных стран, ну, там с Украины человека 3, русские там и другие. Говорят, чем вы занимаетесь? Они такие, мы ресайклингом занимаемся. Типа тут супермаркеты большие, они выкидывают кучу еды каждый день. Типа. Мы просто, говорит, приезжаем туда, набираем этой еды, а там, типа, говорит, ну там ящиками прям, то есть не просроченная еда, а вот просто, типа, фрукты, которые там... Скоро будут просрочены. Да, скоро будут просрочены, или сыр, у которого закончился срок годности, но он еще вполне, типа, в вакууме съедобный. То есть вот такой, и они говорят, что они на этом ресайклинге питаются лучше, чем они в Украине, как бы, питались, типа. Жесть. Для меня лично было довольно большим открытием, что такое хипарство может происходить не где-то там в Индийском океане, а в самом что ни на есть Европейском Союзе. Получается, Тенерифе дает возможности всем, от тех, кто хочет вести свой бизнес, до вот такого экстремального дауншифтинга. За такой интересной беседой дорога на север пронеслась просто незаметно, и мы уже приближаемся к нашей первой локации. Значит, первая остановка на нашем пути – это смотровая площадка, ну как смотровая, она закрыта забором, и вот так вот можно только с краю дороги устроить себе свою смотровую площадку на пляж Playa de las Teresitas. Это искусственный пляж. Тенерифцы когда-то вытащили весь свой естественный песок для строительства и поняли, что как-то для туристов у них пляжей и не осталось. Поэтому завезли песка с Сахары и построили километр вот такого вот красивого пляжа. Как бы на сам пляж смысла ехать вообще не вижу, но вот так вот на него сверху посмотреть довольно красиво. И, конечно, на север мы ехали не ради пляжа. Почти сразу за ним начинается территория Анаги. Это заповедник, в котором растительность и ландшафты считаются реликтовыми. Это значит, что эта местность не меняла свой облик много миллионов лет, кроме, конечно, появления дорог, поселений и смотровых площадок. Вот это вот я понимаю, смотровая площадка, как будто реально нависаешь над всей этой долиной. Даже дрон особо не нужен. Хотя все-таки нужен. Эта природа не похожа ни на южную часть острова, ни на Тейде. Но проблемка в том, что дорога почти все время идет в темных густых зарослях. Из примечательных мест, в которые мы успели заехать, вот этот тоннель, который прорубили прямо в скале, чтобы проложить кусок дороги, и живописнейший серпантин в долине Таганана.
Эта дорога спускается прямо к северному побережью через несколько небольших сел. И она не то чтобы очень длинная, это вам не какой-нибудь трансфогараж, но очень залипательная. Буквально хотелось каждую минуту останавливаться и что-то снимать. Но каждую минуту останавливаться не получалось, потому что у нас была вполне конкретная цель. Это значит рыбный ресторан, у которого просто какие-то заоблачные рейтинги на TripAdvisor, который работает чисто по испанскому расписанию до 4. А еще его держит очень харизматичный дядька. Хозяин заведения, его зовут Борха, прям очень болеет своим делом и всем новым гостям рассказывает о том, как давно он мечтал открыть это место. О том, как сильно он любит серфинг, кафе, кстати, называется Лаола, что с испанского волна, но не может катать из-за проблем со спиной. А еще он самолично и очень темпераментно отвечает на негативные отзывы на TripAdvisor и консультирует при составлении заказа. 2 octopuses, Yeah? 1 goat cheese salad, Yeah. 1 cuttlefish. Stop. Too much? One goat cheese salad, 2 octopus, 1 cuttlefish. I Yes. think it's enough. If you say it's not, it's not. Well, I'm here for sale, but I'm here first. It's just you don't spend money for nothing. Короче, если вы не поняли, что только что произошло, хозяин заведения принял у нас заказ, и когда мы продолжали выбирать, он говорит: а, все, стоп, вам это будет много, вот этого будет достаточно. Я уже готов этому заведению 10 из 10 поставить. Цены не самые дешевые на острове, все примерно по 12 евро, но размеры порций прям такие, как надо. Карамелизированная осьминожка. Ну, это вообще второй осьминог, который я пробую в жизни, и он пока что самый лучший. Не такой резиновый, как то, что я ел в прошлый раз. Очень вкусно. В ансамбле из сладковатой карамели и печеных овощей осьминожьи тентакли зашли, как говорится, просто на ура. Северное побережье Тенерифе – это самая древняя часть острова, и это место очень спокойное и величественное. Тут под горами сразу несколько пляжей с черным вулканическим песком и торчащими из-под воды скалами. На одну из них можно даже забраться, если вам вдруг приспичило снять эпичный отлет на дроне. Кстати, вот эта вот скала — это классическая ситуация, когда ты лезешь наверх вроде ок, но не думаешь о том, как будешь спускаться. А спускаться было намного сложнее. Ну и, конечно, кроме создания контента, эти места годятся для настоящего дикого серфинга. Вот этот пляж отмечен на карте как серф-пойнт, но поблизости вокруг нет никакого рентала, поэтому если хотите тут посерфить, то нужно, так сказать, приезжать со своим оборудованием. Еще тут прямо над дорогой находится Аль-Масига, пожалуй, самое красивое тенерифское поселение, что я видел в этой поездке. А еще это побережье славится потрясающими закатишными, с солнцем, уходящим прямо за горы на горизонте. Но в этом плане нам не сильно повезло с погодой, все было пасмурно, и мы, не дожидаясь темноты, поехали обратно. И я абсолютно уверен, что мы глянули лишь малую часть того, что есть в этом заповеднике. На эту локацию нужно выделять намного больше времени. Я провел на Тенерифе 6 дней. Каждый день ходил на занятия по серфингу и не сильно куда-то спешил. И у меня еще был 7-й день в запасе, чтобы посмотреть на скалы Лос-Гигантес и знаменитую долину Маска на юго-западе Тенерифе. Эти места считаются прям супер обязательными к посещению. Но в этот день я решил немного сменить координаты. Меня очень сильно будоражил тот факт, что на соседнем острове Ла-Пальма происходит сильное извержение вулкана, которое видно практически с любой точки юга Тенерифе. Но плыть туда самому и без машины затея довольно бессмысленная. Но остров в очередной раз подкинул мне очень крутое знакомство.
В Инстаграме я познакомился с Лешей и Кристиной, ребятами из Беларуси, которые тоже были в Тенерифе с арендованной машиной. Мы скооперировались, купили себе билеты на паром, запаслись снеками в супермаркете и отправились в 4-часовой морской путь. Начнем знакомство с островом не с устрашающего извержения, а с северной его части. Она сильно напоминает Тенерифскую, тоже скалистое побережье и зеленые высокие горы, в которые, правда, уходит какой-то абсолютно дичайший серпантин. И мы решили сначала проехаться по этой части, потому что где-то здесь должен быть невероятный вид на кальдеру древнего вулкана Табуриенте. Вот с этой смотровой площадки вообще, по идее, должен быть один из самых эпичных видов во всех Канарских островах, но их немножечко подпортил тот самый главный виновник нашего приезда сюда. На Ла-Пальме, как и на Тенерифе, есть большая высокогорная обсерватория, над которой, как вы помните из разговора с Фернандо, должна быть кристально чистая атмосфера. Но пепел вулкана нагадил не только туризму, но и астрономии. И это далеко не самое страшное последствие этого извержения. Мы быстро проехали через север и поехали в сторону города Эль-Пасо, ближайшего к месту событий. И чем ближе мы подъезжали, тем больше ощущение восторга от природного явления сменялось на тревогу. Вот это вот парковка у ближайшей смотровой площадки, на которой официально можно посмотреть на вулкан. Все, что ближе, перекрыто полицией. И тут просто тьма людей. И я предлагаю отложить справочную на потом и сразу слетать ближе к эпицентру. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то соревнование, но это уже мой третий вулкан за этот год, и он среди всех однозначно самый жуткий. И дело тут даже не в самом явлении извержения, которое впечатляет даже вот с такого расстояния, около 3 километров, а в том, какие последствия это принесло для местных жителей. В сентябре 2021 года на одном из склонов вулкана Кумбре-Вьеха открылось сразу несколько новых кратеров, и они застали всех врасплох. Этому предшествовала серия подземных толчков, то есть ученые в принципе знали об опасности, но никто не ожидал, что извержение будет такой силы. Поток лавы длиной в 6 километров дошел до океана и фактически создал новый небольшой полуостров. По пути лава полностью накрыла несколько небольших городков, и пришлось эвакуировать больше 7000 человек. А те города, которые поток обошел стороной, щедро посыпало пеплом. И он тут везде, на крышах, тротуарах, растениях и даже на подземных парковках. Этот пепел – одна из причин, по которой мы приехали сюда на пароме, а не на самолете. Он вперемешку с облаками огромной шапкой висит над островом, и рейсы массово отменяют. Я говорю это в маске не потому, что ковид и вокруг куча людей, а потому что здесь реально тяжело дышать. Я не представляю, как местным здесь находиться, но мне спустя 10 минут уже стало не очень комфортно, я закашлялся и достал свою многоразовую ковидную маску. Несмотря на то, что Ла-Пальма – это по сути место бедствия, сюда как магнитом притянуло туристов, фотографов и, конечно, репортеров. И местные, вдобавок ко всем бедам от вулкана, жаловались еще на то, что в этом маленьком пригороде впервые начали возникать пробки из-за неправильно припаркованных машин приезжих.
самое жуткое, что людям приходится буквально жить на вулкане, и о его присутствии помнишь везде. Просто мы сейчас находимся в небольшой кафешке в городе, а вот прямо за спиной фигачит этот вулкан. После ужина мы еще пару часов залипали на фонтанирующий кратер. И это максимально зловещее зрелище. Просто послушайте, как он звучит с расстояния в несколько километров. Это самая мощная вулканическая активность на Ла-Пальме за много веков. И на момент монтажа, это начало декабря, она не прекращается. И если она продолжит усиливаться, то может представлять опасность не только для острова, но и для всей Атлантики. Остается только надеяться, что все это как можно скорее закончится. Пока мы добирались от Ла-Пальмы до аэропорта Тенерифе, мы выгребли кучу вулканического пепла из самых, как говорится, труднодоступных мест. Из карманов, из рюкзака, и даже тонким слоем был размазан по всей машине. И это всего за один день на острове. Я вообще не представляю, как люди там живут сейчас на постоянной основе. И это как бы наглядное подтверждение того, что вулканы это не только красиво, но и по-настоящему по-человечески страшно. Но закончу все-таки на чуть более позитивной ноте. Я буквально 1,5 месяца назад был в Исландии и не думал, что какое-либо место сможет меня сильно впечатлить в ближайшее время. Но Тенерифе подобрался максимально близко. Тут невероятное разнообразие природы, эти горы и хвойные леса наверху, марсианские пейзажи и, конечно же, океан с серфингом. Это все просто потрясающий коктейль. И в целом Канары это, наверное, почти идеальное место для тех, кто не сильно интересуется горами и снегом и хочет просто перезимовать где-нибудь, где потеплее, не за все деньги мира. Потому что цены тут, действительно по-испански очень демократичные. Кофе стоит от 1 до 2 евро, и в магазине цены, как у нас в супермаркетах в Украине. Ну а я, в свою очередь, очень интересуюсь горами и снегом, и по возвращении, наверное, начну думать в эту сторону. И, как всегда, спасибо вам, что посмотрели это видео, и увидимся в следующем. Как говорил один китайский мудрец, если очень долго смотреть на кнопку подписки и лайка, то они сами все равно не нажмутся, нужно им немножечко помочь. Ну и, конечно, не стесняйтесь там писать комментарии и делиться с друзьями. Вот, пока.